Железная дорога, расположенная на полуострове Ямал, представляет собой уникальный инженерный опыт, символ современных технологий в экстремальных условиях. Она является важной частью масштабного проекта по развитию газовой промышленности региона, соединяя крупнейшие газовые месторождения с транспортной системой страны и обеспечивая возможность круглогодичного доступа к ресурсам. Этот проект изменил стратегическую карту Ямала, повысил роль страны в мировой энергетической индустрии и стал образцом инновационного подхода к транспортировке в суровом северном климате. Длина железной дороги составляет 572 километра, и весь маршрут проложен за пределами Северного полярного круга. Стартовая точка – станция Апская, расположенная в городе Лабытнанги, крупном промышленном центре и транспортном узле Ямала. Конечная точка – станция Карская, которая находится рядом с Баваненковским месторождением, одним из крупнейших газовых резервуаров в мире, содержащих сотни миллиардов кубометров природного газа. Это стратегический участок, необходимый для эффективного освоения ресурсов и развития инфраструктуры региона. Что делает эту железную дорогу особенно значимой и уникальной, так это ее географическая и климатическая особенность. Она полностью расположена в условиях вечной мерзлоты, с суровыми зимами и коротким арктическим летом. Время, затраченное на преодоление маршрута, составляет примерно сутки, что делает дорогу важнейшим логистическим связующим звеном между месторождениями и внутренней инфраструктурой страны. Основные элементы этой железнодорожной системы включают 5 станций, предназначенных для технического обслуживания и погрузки-выгрузки грузов. Там работают локальные службы, обеспечивающие грузооборот, а также проводят ремонт и текущий контроль состояния путей и сооружений. В систему также входят 12 разъездов, которые разделяют путь на безопасные сегменты для движения поездов, а также почти 70 мостов разной протяженности. Общее количество мостов превышает 12 километров, что свидетельствует о сложности инженерных решений и необходимости преодолевания природных препятствий. В числе наиболее значимых сооружений мост через реку Юрий-Бей. Это один из самых длинных мостов за полярным кругом протяженностью около 3,9 километра. Его строительство было крайне сложной задачей из-за климатических условий, особенностей грунтов и экологической ответственности. Мост не только выдерживает суровые арктические морозы и ледовые нагрузки, но и построен так, чтобы минимизировать вред окружающей среде. Особенно важным аспектом стало сохранение экологической системы реки Юрий-Бей, являющейся местом нереста ценной рыбы, нельмы и муксуна, а также важным местом гнездования редких птиц. Значительная часть этого проекта – технологические инновации. Его строительство продолжалось с 1986 года, однако первые реальные работы начались только в 2011 году, после возрождения инициативы компании «Газпром». В молодые годы СССР задумал масштабное развитие арктической транспортной инфраструктуры с целью повышения эффективности добычи нефти и газа, а также обеспечения стратегического усиления Северного морского пути и других транспортных связей. Однако из-за недостатка финансирования, технических сложностей и политической ситуации проект был приостановлен. Только в 2005 году, после изменения экономической ситуации и возникновения необходимости обеспечения круглогодичного доступа к новым запасам, «Газпром» возобновил работу. Строители столкнулись с бытовыми и техническими трудностями.
Главное – экстремальные температуры зимой, доходящие до минус 50 градусов Цельсия, что кардинально отличает их от обычных условий дорожного строительства. Для этого разработка технологий и подбор материалов были адаптированы к суровым условиям Арктики. Например, насыпи, применяемые для укладки дорожного полотна, создавались из влажного пылеватого песка, который при морозах приобретает удивительную прочность. Чтобы защитить грунт и предотвратить его таяние и разрушение в летний период, на поверхность насыпи укладывали пенополистирол, создавая изоляционный слой. Вдобавок использовались геотекстильные оболочки, которые препятствуют проникновению влаги, сдерживая тепло и обеспечивая стабильность основания дороги. Проложенная по тундре дорога пересекает важнейшие природные экосистемы региона, где также проживают коренные народы – ненцы, ханты, манси и другие малочисленные этносы, веками ведущие кочевой образ жизни. При проектировании и строительстве уделялось особое внимание сохранению их традиционного уклада и экологической системы. Особенность конфигурации путей и мостовых сооружений сделана так, чтобы минимизировать воздействие на растительность и животных. Одним из ярких примеров – мост через реку Юрибей, построенный без отсыпки грунта. Это позволило сохранить естественные течения реки и нерестовые пути рыбы, а также обеспечить возможность свободного миграционного перемещения птиц и животных. Конструкция моста является уникальной. Он построен на опорах из металлических труб диаметром от 1,2 до 2,4 метра, заполненных армированным бетоном, что придает ему необходимую жесткость и устойчивость. Глубина опор достигает 40 метров. Вглубь вечной мерзлоты, что помогает стабилизировать весь мост и обеспечить его долговечность. Отметим, что мерзлота в этом районе не просто слой под землей, а уникальный криогенного характера комплекс – криопеги, содержащие соленые подземные воды и рассолы, которые могут находиться в жидком состоянии при температуре до минус 40 градусов Цельсия. Для сооружения моста необходимо было учесть особенности в особенностях грунтов, а конструкцию подстроить именно под такую сложную геологическую среду. Река Юрибей довольно узка, в среднем около 200-300 метров шириной, но во время многодневных разливов поверхность воды расширяется до более чем 3 километров, заполняя пойму. Этот природный феномен обусловлен особенностями климатических условий региона. Благодаря периоду тайфунных ветров и сильным снегопадам уровни воды внезапно повышаются, создавая обширные затопления, которые длятся всего несколько дней. Эта природная аномалия представляет особую сложность для строительства и эксплуатации моста. Он должен выдерживать нагрузки во время разливов, а также быть устойчивым к ледовым и морозным воздействиям. Говоря о природе региона, стоит отметить, что Юрибей – живописная и непредсказуемая река. В ней нерестятся ценные виды рыбы – нельма и муксун, которые являются важной частью традиционной диеты северных народов и ценимся за высокое качество. Местные жители, особенно оленеводы и рыбаки, приучены соблюдать баланс в природе. Даже в периоды ловли рыбы они стараются не перегружать популяции, чтобы сохранить экологическое равновесие. На берегах реки в сезон гнездятся редкие птицы, сапсаны и краснозобые казарки, занесенные в Красную книгу России и охраняемые законом. Эти виды являются частью уникальной арктической биосистемы и свидетельством богатства и хрупкости природы в этом регионе. Обнаружение мамонтенка Любы возрастом около 42 тысяч лет – одна из самых сенсационных археологических находок в регионе. Обнаружена она была на берегу Юрибея
оленеводами, живущими в районе, где археологи нашли остатки древних поселений и стоянок древних людей. Мамонтенка назвали по имени жены тундровика Юрия Худи, что символизирует глубокую связь между человеком и природой Ямала на протяжении тысячелетий. Вампирский мамонтенок – свидетельство древних эпох, когда ледниковые времена завершались, и климат начал меняться. Современные ученые используют эти находки для изучения миграций древних видов животных и человека, а также для оценки влияния климатических изменений на экосистему региона. Одним из ключевых технологических аспектов эксплуатации железной дороги является использование систем термостабилизации, особых термостабилизаторов, которые представляют собой герметичные трубки длиной 125 метров. 10 таких трубок расположены под земляным полотном и около искусственных сооружений. Они заполнены хладагентом, специальным веществом, которое циркулирует внутри трубки и способствует замораживанию грунта вблизи железнодорожных путей. Такая система позволяет поддерживать температуру грунта в зоне дороги на уровне, предотвращающем таяние и разрушение основания, даже при наиболее суровых морозах. Эти технологические средства – один из ключевых факторов устойчивости инфраструктуры. В условиях вечной мерзлоты очень важно помнить, что при неправильных температурах Земля может менять свои свойства, приводя к деформациям или разрушению сооружений. Именно поэтому вся система проектируется так, чтобы обеспечить максимальную надежность и безопасность. Регуляторы температуры вокруг каждого моста, тоннеля или станции позволяют снизить риск аварий и обеспечить сопряженную работу всей транспортной магистрали даже в самые суровые зимние периоды. Это в целом одна из наиболее сложных инженерных задач в мировой практике. Актуальность ее заключается в том, что строительство в условиях вечной мерзлоты ничего не подобного ранее не реализовывалось в подобном масштабе. Разработка и внедрение уникальных технологий, соответствующих климату и гидрогеологическим условиям Ямала, открывают новые горизонты для освоения арктических территорий по всему миру. Другим важным аспектом инфраструктуры является обеспечение непрерывной транспортировки грузов и людей. К этому предусмотрены специальные подвижные составы. Грузовые поезда, предназначенные для перевозки добытых энергоносителей и строительных материалов, а также пассажирские вахтовые поезда, направленные в районы газодобычи. Для очистки путей используем специальный снегоуборочный поезд, оборудованный крыльями с боковыми щетками. Он сгребает снег, перемещая его на конвейеры и полувагоны. В случае необходимости снег выбрасывается с помощью роторов и метателей, которые выбрасывают его за пределы линии на расстояние до 10 метров, что особенно важно в период сильных снегопадов и метелей. Эта технология обеспечивает возможность безопасной и своевременной эксплуатации дороги круглый год. Во время сильных снежных штормов и метелей драйверам и операторам удается поддерживать проходимость и стабильность движения, что способствует бесперебойной работе экологически чистых энергоносителей. Практически целая инфраструктура создана так, чтобы выдержать все вызовы арктической природы, резкие перепады температур, сильные ветры, снежные бураны, ледовые нагрузки и разливы. Для поддержки стабильных условий эксплуатации и предотвращения разрушения грунта в периоды, когда земля начинает оттаивать, внедряются системы автоматического контроля и подмораживания грунта. Термостабилизаторы, герметичные трубки, наполненные хладагентом, циркулируют по особым каналам, обеспечивая защиту основания железной дороги.
Эти системы расположены вблизи ключевых конструкций, мостов, туннелей станции и других важнейших элементов, и требуют постоянного мониторинга и обслуживания. Им помогают современные системы датчиков и автоматических регуляторов, которые непрерывно следят за температурой и состоянием грунта и оборудования. Исторически железная дорога на Ямале стала результатом длительной работы инженеров, геологов, экологов и местных жителей. Это не просто транспортное средство. Это сложная соединительная система между природой, людьми и техникой. Проект стал образцом инновационного подхода к реализации транспортных проектов в трудных климатических условиях и послужил моделью для аналогичных проектов в Арктике и Антарктике. Помимо технологических и инженерных аспектов, важно подчеркнуть социально-экономическое влияние железной дороги. Ее появление стимулировало развитие региона, создание новых рабочих мест, улучшение условий для коренных народов, обеспечение стабильности и безопасности добычи природных ресурсов. Благодаря железной дороге в регион поступает больше грузов, что снижает транспортные издержки, улучшает поставки топлива, оборудования и продуктов питания. Это, в свою очередь, способствует развитию местных предприятий и улучшению жизни его населения. В целом, строительство и эксплуатация этой железной дороги – это сложнейший проект, объединяющий инженерные достижения и бережное отношение к окружающей среде, богатым традициям народов Севера и их быту. Этот проект показывает, что, несмотря на суровые природные условия, технологии и человеческая настойчивость могут преодолеть любые природные препятствия и обеспечить развитие одних из самых удаленных и труднодоступных регионов мира. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также оставляйте свои комментарии и пожелания насчет этого ролика. До свидания.